В понедельник Скотт Бессент обещает представить план экономической войны с Ираном. В то же время госдолг самих США бьет рекорды. Впервые сумма превысила 40 триллионов долларов. Экономисты говорят, нужно либо налоги поднимать, либо расходы срезать. В Черном море у берегов Румынии натовские истребители уничтожили дрон. Говорят, не украинский. А Си Цзиньпин хочет внедрить искусственный интеллект в армию вместо генералов. В Венгрии день основания страны совпал со 100 днями Петра Мадяра. В этот же день на государственном телевидении вернули новости. Мелания Трамп представила партнеров своей образовательной программы. Среди них Индикар, Fox и университеты. Объявлено также о пожертвовании в $2 миллиона. Марк Цукерберг приобрел недвижимость в Ирландии. Замок 19 века. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Вашингтон готовит новый этап экономического давления на Тегеран. Министр финансов США Скотт Бессент в эфире CNBC заявил, что подробности представят в понедельник. По его словам, сейчас Белый дом делает ставку именно на экономические меры. И это может снизить вероятность нового масштабного военного обострения. При этом ограничения могут затронуть не только сам Иран, но и страны и компании, которые помогают ему сохранять торговые и финансовые связи. И это поднимает вопрос, что дальше будет происходить с Ираном. Вы упомянули, что вчера вечером президент заявил о дальнейшем усилении экономического давления на Иран. Я знаю, что вы активно участвуете в этой работе и в реализации этих мер. Чего нам ожидать? Да, в понедельник я проведу пресс-конференцию и подробно расскажу, что именно мы собираемся делать. И опять же, у нас есть информация, которой нет у других. И я не совсем понимаю, почему на этом фоне выросли цены на нефть. Потому что пока, и я подчеркиваю, пока, поскольку решение остается за президентом, если мы делаем ставку на максимальное экономическое давление, то, скорее всего, масштабного возобновления боевых действий не будет. Но еще раз подчеркну, это касается только текущего момента. И смотрите, мы действительно контролируем ситуацию. Вы могли видеть сообщения СМИ о том, что большие объемы энергоресурсов продолжают вывозиться. И думаю, мы можем продолжать это делать по южному маршруту. На мой взгляд, нефтяные рынки неправильно понимают, что означает это экономическое давление. Экономическое давление означает, что мы обращаемся ко всем нашим союзникам. Это будет самая масштабная скоординированная экономическая изоляция в мировой истории. И мы говорим им, вы либо с нами, либо против нас. Если вы хотите, чтобы этот кровавый режим прекратил существование, но при этом продолжаете вести с ним бизнес, переводить деньги, покупать его нефть, участвовать в перегрузке нефти с судна на судно в море, тогда Министерство финансов США и американское правительство задействуют всю свою мощь, чтобы применить меры против вас. Поэтому нашим союзникам и остальному миру пора сделать выбор. Мы собираемся задушить экономику этого кровавого режима. Это ограничит его способность действовать через своих союзников и подконтрольные ему силы. Это будет означать, что они не смогут платить военным. В Иране уже высокая инфляция, как продовольственная, так и общая. Я вижу много сообщений о том, что подобные меры якобы никогда не работали. Но они работают, потому что у нас комбинация из двух мер, двойной удар. У нас есть блокада, и будут самые жесткие санкции в истории. И я вам говорю, это сработает. Это сработало в Венесуэле, когда мы ввели блокаду. Это работает сейчас на Кубе. И это сработает в Иране. Мы собираемся обрушить этот режим. Государственный долг США впервые превысил 40 триллионов долларов. По данным американского Минфина, общая сумма достигла 40 триллионов 47 миллиардов. Из них более 32 триллионов. Ценные бумаги, которыми владеют инвесторы, банки, фонды и другие держатели. Еще почти 8 триллионов приходится на обязательства внутри самой государственной системы. Сам по себе огромный долг для США не новость. Вашингтон десятилетиями тратит больше, чем получает в виде налогов, а разницу покрывает за счет заимствований. Но сейчас все дороже обходится обслуживание уже накопленного долга. Проценты по долгу – самая быстро растущая статья государственных расходов. Сейчас мы тратим на них больше 3 миллиардов долларов в день. На выплату процентов уходит больше, чем на национальную оборону. За следующие 10 лет мы потратим на проценты 16 триллионов долларов. Мы дошли до точки, когда сам долг и расходы на его обслуживание стали огромным бременем не только для наших детей и внуков в будущем, но и для американцев уже сегодня. Поэтому долг в 40 триллионов долларов должен стать серьезным сигналом для Вашингтона. Пора наводить порядок в государственных финансах.
За прошлый финансовый год расходы на обслуживание долга впервые превысили расходы Пентагона. А за первые 10 месяцев нынешнего финансового года они обошли и Medicare, федеральную программу медицинского страхования. Теперь больше денег из крупнейших статей бюджета уходит только на Social Security, систему пенсионных и социальных выплат. Одна из причин роста долга – старение населения. Поколение бэби-бумеров выходит на пенсию. Людей, которые платят налоги и взносы, становится относительно меньше, а получателей пенсий и медицинской помощи больше. Одновременно американцы живут дольше, а лечение в США остается дорогим. Расходы растут быстрее, чем доходы бюджета. Но проблема касается не только федерального бюджета. В течение ближайшего года правительству предстоит рефинансировать около 13 триллионов долларов казначейских бумаг. Еще примерно 2 триллиона придется занять для покрытия нового дефицита. Чем больше государство занимает, тем больше денег оно привлекает с финансового рынка. Высокая доходность американских гособлигаций влияет и на другие ставки. В итоге дороже могут обходиться ипотека, кредиты на автомобили и задолженность по кредитным картам. Именно поэтому размер госдолга – это не только цифра на счетчике в Вашингтоне. Его стоимость в той или иной форме ощущают обычные американцы. Быстро сократить долг практически невозможно. Речь уже идет о сумме, превышающей годовой объем американской экономики. Но и эксперты не предлагают выплатить эти 40 триллионов или немедленно свести бюджет без дефицита. Главная задача – остановить ситуацию, при которой долг продолжает расти быстрее экономики. Для этого Вашингтону придется искать сочетание двух непопулярных решений – собирать больше налогов или сокращать рост расходов. Среди возможных вариантов – изменение налоговых льгот и ставок, а также постепенный пересмотр пенсионных и социальных программ. Эксперты считают, что начать можно с сокращения ежегодного бюджетного дефицита примерно с 6 до 3% ВВП. Изменения при этом можно растянуть во времени, чтобы избежать резкого сокращения выплат или расходов. Из Белого дома уходит человек, который отвечал за отношения администрации Трампа с Конгрессом. Джеймс Брейд покинет должность директора по законодательным вопросам в сентябре, меньше чем за 2 месяца до промежуточных выборов. До работы в Белом доме он был одним из ближайших помощников Джей Ди Венса в Сенате. Джеймс Брейд, наш специалист по законодательным вопросам, покинет Белый дом в сентябре. Джеймс сыграл решающую роль во многих наших достижениях в Конгрессе, включая принятие единого большого прекрасного законопроекта, победу над демократами в 2 противостояниях по поводу приостановки работы правительства, принятие закона гения, отклонение рекордного количества резолюций о военных полномочиях и утверждение моего кабинета министров в самые быстрые сроки за десятилетие. Это был и останется самый успешный республиканский конгресс в истории. Спасибо, Джеймс, за вашу службу нашей стране. Уход Брейда сам по себе не меняет расклад на выборах и не означает, что республиканцы теряют поддержку в Конгрессе. Но для Белого дома это потеря важного переговорщика именно в тот момент, когда цена каждого голоса особенно высока. Республиканские большинства в Конгрессе невелики, а Брейд занимался переговорами с разными группами внутри партии и помогал собирать голоса под инициативы Трампа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал его роль в работе с республиканцами ключевой. До самих выборов заменить Брейда технически возможно. Сложнее быстро заменить его личные связи и знание того, с кем и как договариваться на Капитолии. Поэтому основной риск для Трампа – не столько избирательная кампания, сколько оставшиеся до выборов недели работы Конгресса. Проводить спорные решения и удерживать республиканцев вместе Белому дому может стать сложнее. США одобрили возможную продажу Катару 4 самолетов-заправщиков Касси-46А «Пегазус». Общая стоимость пакета – до 4,5 миллиардов долларов. Теперь сделку должен рассмотреть Конгресс. Касси-46А позволяет дозаправлять боевые самолеты прямо в воздухе, а значит увеличивать дальность их полетов и время выполнения задач. Кроме того, самолет может перевозить грузы военных и использоваться для медицинской эвакуации. Катар запросил не только 4 машины, но и 8 двигателей, радары предупреждения об угрозах, системы защиты от ракет, оборудование для обучения и технического обслуживания. Главным подрядчиком станет Boeing. К программе также должны подключиться Pratt & Whitney, RTX и Northrop Grumman. В Госдепартаменте считают, что новые самолеты позволят катарским военным теснее взаимодействовать с силами США и их союзников. При этом Вашингтон утверждает, что поставка не изменит военный баланс в регионе. Сделка обсуждается в момент, когда роль Катара для США на Ближнем Востоке особенно заметна. В стране находится авиабаза Аль-Удейд, крупнейший американский военный объект в регионе. Катар одновременно остается одним из посредников в контактах Вашингтона и Тегерана. Если контракт будет окончательно заключен, Катар расширит возможности своей авиации для дальних операций. Пока зарубежных покупателей KC-46 немного. Такие самолеты уже заказали Япония и Израиль. Глава МИД Сирии Асад Хасан Аш-Шайбани прибыл в Исламабад. Это первый визит сирийского министра иностранных дел в Пакистан почти за 20 лет, с 2007 года. На переговорах стороны обсуждали двусторонние отношения и ситуацию в регионе. Пакистан вновь заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Сирии. В Исламабаде также говорят о намерении развивать
отношения с новым сирийским руководством после смены власти в Дамаске. В ООН осудили российский массированный удар по Киеву и другим городам Украины. В организации заявили о жертвах среди мирных жителей и повреждениях гражданских объектов. Генсек ООН Антонио Гутерриш вновь призвал к немедленному и безусловному прекращению огня. Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшний масштабный ракетный удар и атаку беспилотников вооруженных сил Российской Федерации по столице Украины Киеву, а также по другим городам страны. По имеющимся данным, в результате этих атак десятки мирных жителей погибли и получили ранения, нанесен значительный ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. Это еще один трагический пример, вызывающий тревогу тенденции к усилению ударов по населенным районам. Могу сказать, что генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе ее распространением на территорию Российской Федерации. Нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, являются явным нарушением международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь вновь призывает к срочной деэскалации, которая должна привести к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также к справедливому, устойчивому и всеобъемлющему миру в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и все соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций. Что касается Украины, заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Том Флетчер, которого вы слышали вчера, сегодня остается в Киеве. Он сказал, что его потрясли последствия еще одной смертоносной ночи для мирных жителей. В результате российских авиаударов пострадали жилые дома, больницы и школа. По его словам, продолжающиеся жертвы среди мирного населения должны возмущать всех нас. Мы вместе с нашими гуманитарными партнерами сразу после ударов оказали экстренную помощь в Киеве и Киевской области, дополнив работу спасательных и коммунальных служб. Пострадавшим оказали первую и психологическую помощь. Предоставили горячее питание, строительные материалы, а также денежную гуманитарную помощь. По украинским данным, в результате атаки погибли 16 человек. Почти 50 получили ранения. Повреждены более 200 объектов, в том числе жилые дома и детская больница. Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена ответить на удары и будет усиливать свои дальнобойные возможности. Россия продолжает эту войну против людей и жизни, и остановить ее реально только силой, только совместными усилиями. Никто не должен оставаться один на один с таким врагом. Мы обязательно ответим на этот российский удар, так же, как и на другие российские удары. Ответим абсолютно справедливо и дальнобойно. Украинские дальнобойные возможности получат еще больше ресурсов. Румыния подняла в воздух истребители F-16 после обнаружения морского дрона у побережья Констанцы. По данным Минобороны страны, аппарат находился всего в нескольких сотнях метров от газового проекта Neptune Deep, где работают несколько сотен человек. Дрон уничтожили. Его происхождение пока официально не установлено. Министр обороны Радомир Руце сообщил, что Украина подтвердила, аппарат не принадлежал украинским силам. Президент Румынии Никуш Ордан обвинил в произошедшем Россию. Это уже не первый подобный случай у Neptune Deep. Ранее в августе румынские военные водолазы уничтожили в этом районе 2 дрейфующих беспилотника типа Гербера. Сам проект имеет стратегическое значение. Добычу газа там планируют начать в 2027 году, после чего Румыния рассчитывает стать крупнейшим производителем газа в Евросоюзе. Китай ускоряет внедрение искусственного интеллекта в армию на фоне масштабных чисток среди высшего командования. Профессор Джех Ван Лим в колонке для War on the Rocks предполагает, технологии могут помочь Си Цзиньпину частично компенсировать нехватку опытных командиров. ИИ в китайской армии уже испытывают для анализа обстановки, подготовки решений, выбора целей и киберопераций. При этом военная пресса Китая подчеркивает, окончательное решение должен принимать человек. Но автор указывает на другую проблему. После чисток офицеры могут опасаться докладывать о провалах и приукрашивать реальное состояние войск. Если искусственный интеллект получает такие данные, его выводы тоже могут оказаться ошибочными. Доказательств того, что Пекин действительно собирается заменять генералов искусственным интеллектом, нет. Это предположение автора. Однако Лим считает, что ставка на технологии может стать попыткой компенсировать кадровые проблемы, которые возникли в китайской армии после чисток. Москва поддержала решение Дональда Трампа сократить участие США в совместных учениях с Южной Кореей. В российском МИД заявили, что уменьшение масштаба маневров якобы снижает риск нового обострения на Корейском полуострове.
Мы тоже часть Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы неоднократно обращали внимание на то, что агрессивные учения, целью которых является не отражение, не знаю, общих угроз, таких как новые вызовы, терроризм, пиратство, не знаю, или борьба с стихийными бедствиями, дестабилизируют ситуацию и служат не целям укрепления безопасности, а наоборот, эту безопасность уничтожают. Поэтому любые шаги, которые направлены на как раз снижение конфликтного потенциала, которые направлены в данном случае, лучше даже говорить не на укрепление безопасности, а снижение риска удара по безопасности, можно только приветствовать. Речь об учениях Ulchi Freedom Shield, которые начались в понедельник и изначально должны были продолжаться 11 дней, до 27 августа. Накануне Вашингтон и Сеул договорились завершить их уже 21 августа и сократить часть полевых тренировок. Решение принято после распоряжения Трампа существенно уменьшить американское участие. Сам он объяснил это в том числе желанием вернуться к диалогу с Ким Чен Ыном. При этом Пхеньян сокращение учений не оценил. Ким Йо Джон заявила, что политика США в отношении КНДР принципиально не изменилась. А сегодня Северная Корея запустила около 10 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Владимир Путин посетил Архангельский собор Московского Кремля. Там во время реставрации нашли останки, которые считают останками князя Дмитрия Донского. Путину показали открытый саркофаг. Затем он поставил свечу и присутствовал на службе. Русская православная церковь заявляет, возраст человека, его рост и место захоронения совпадают с историческими данными о князе. Дмитрий Донской умер в 1389 году. Ему было 39 лет. Для российской пропаганды эта находка не еще один повод обратиться к удобной версии истории. Дмитрия Донского представляют как защитника русских земель, который объединил их вокруг Москвы и начал освобождение от Золотой Орды. Этот образ хорошо вписывается в сегодняшнюю кремлевскую риторику. Сильная Москва, православие, объединение земель и борьба с внешним врагом. Но реальная история сложнее. В Куликовской битве 1380 года войско Донского действительно победило силы Мамая. Однако от зависимости от Орды Москва тогда не избавилась. Всего через 2 года хан Тохтамыш захватил и сжег Москву. Дмитрий признал его власть, а выплаты Орде продолжились. Поэтому Куликовская битва была важной победой. Но превращать ее в начало освобождения России от Орды – это уже позднейшая мифологизация истории. Венгрия отмечает главный государственный праздник – День основания страны. Для Петера Мадьяра это первое такое торжество во главе правительства и одновременно рубеж первых 100 дней у власти после победы над Виктором Орбаном на апрельских выборах. Празднования в Будапеште сопровождались военным парадом и авиашоу над Дунаем. А оценки первых месяцев нового правительства среди жителей столицы пока разные. На самом деле, за 3 месяца не стоит ожидать слишком многого, тем более чудес. 16 лет правления нанесли довольно большой ущерб. Мы надеемся, что Петр в ближайшее время выполнит то, что обещал. Ну, а то, что происходит в парламенте, эти резкие словесные перепалки, мне это не очень нравится. Он сделал страну лучше, нас снова стали больше признавать. Мы вернулись и снова воспринимаемся как надежный член Европейского Союза. Большинство разумных людей спокойны. А уважаемые специалисты заняли подходящие должности. К сожалению, это природа, стихийное бедствие. Засуха правительству не помогает, потому что она создала множество проблем. Но я ему доверяю и рассчитываю, что он выполнит свои обещания. Я не жду ничего особенно хорошего. По правде говоря, я хорошо знаю людей. Чтобы понять, нужно посмотреть хотя бы год. Сейчас они только получают деньги, собирают их, а вот как потом будут распределять, тогда и увидим. Одной из первых серьезных проблем для кабинета Мадьяра стала засуха и падение уровня Дуная. Из-за нехватки воды АЭС Пакш, которая использует реку для охлаждения, пришлось снизить мощность. Полной остановки станции, по словам премьера, удалось избежать благодаря инженерным работам на реке. Возвращать остановленные турбины в работу планируют уже с воскресенья. Армия здесь, солдаты находятся на берегах Дуная. Они работают и ночью, и днем. На технике, на воде, в воздухе и на берегу. Измеряют русло реки, готовят местность, перемещают оборудование. Пока здесь празднуют сотни тысяч людей, в Пакше продолжается работа, о которой мы говорили с генералом. Я уехал оттуда прошлой ночью. И очень рад, что нам не только не придется отключать 2 турбины,
но благодаря скоординированной работе как минимум 1000 человек, благодаря порогу на дне реки, построенному за неделю, и 2 затопленным баржам производство возобновится с воскресенья. Впереди еще одно серьезное испытание – новый бюджет. Правительству предстоит сокращать расходы и одновременно выполнять предвыборные обещания. Пока позиции Мадьяра остаются сильными, июльский опрос давал его партии ТИСа 73% среди определившихся избирателей против 21% у Фидес Виктора Орбана. Венгерское государственное телевидение вернуло новости в эфир после перерыва более чем на месяц. Первый выпуск на главном канале М1 вышел утром 20 августа, в национальный праздник Венгрии. Новостное вещание остановили 7 июля, когда новое правительство начало реформу общественных СМИ. Тогда вместо выпусков новостей зрители увидели черный экран с необычным сообщением. Общественные СМИ не могут лгать. Мы приносим извинения за то, что делали это много лет. Теперь руководство обещает сделать государственные СМИ независимыми и вернуть им доверие. Реформа началась после смены власти в Венгрии. При Викторе Орбане общественное телевидение неоднократно обвиняли в политической предвзятости. Мелания Трамп представила в Белом доме новое партнерство своей программы «Fostering the Future», которая помогает молодым людям из приемных семей получить высшее образование. К ней присоединились Университет Индианы и Университет Пердью, а стипендии для студентов профинансируют Fox и IndyCar. Fostering the Future — это больше, чем образовательная инициатива. Это инвестиция в кадровый потенциал Америки на поколение вперед. Каждый студент, получающий образование, укрепляет нашу рабочую силу, ускоряет инновации, расширяет экономические возможности и снижает долгосрочную зависимость от государственной помощи. Результат этих инвестиций измеряется не только жизнями, изменившимися к лучшему, но и более сильными сообществами, более конкурентоспособной страной и будущим, основанным на американской изобретательности. Образование — это единственный актив, который невозможно отнять. Это фундамент, на котором строится уверенность, появляются возможности и создается будущее. И, наконец, посмотрите на этот невероятный гоночный автомобиль. Красивый и мощный. Думаю, всем нам не терпится услышать, как заработает его двигатель. Желаю удачи всем гонщикам и командам в воскресной гонке. Рядом с Меланией Трамп на презентации стоял гоночный автомобиль. Один из партнеров ее проекта, серия IndyCar, в эти выходные проводит в Вашингтоне Freedom 250 Гран-при. Главная гонка пройдет 23 августа и станет частью празднования 250-летия США. 2 мексиканских рыбаков спасли после 5 дней в открытом море. Все это время мужчины 53 и 32 лет дрейфовали в большом холодильном контейнере для рыбы, более чем в 240 километрах от побережья штата Чиапас. Связь с ними пропала 14 августа. По просьбе местного рыболовецкого кооператива военно-морские силы Мексики начали поисковую операцию. Рыбаков обнаружили с воздуха, после чего к ним направили спасательное судно. Обоих доставили на берег и передали военным медикам. ВМС Мексики не сообщили о серьезных травмах у спасенных. Марк Цукерберг купил замок XIX века на юго-востоке Ирландии. Странкали Касл построили примерно в 1830 году на берегу реки Блэкуотер, а в начале 2000-х полностью отреставрировали. Сумма сделки официально не раскрывается и в государственном реестре недвижимости пока не указана. По оценке The Irish Times, поместье может стоить от 20 до 30 миллионов евро. Представитель Цукерберга подтвердил покупку и сообщил, что семья планирует проводить здесь время. От европейской штаб-квартиры Мета в Дублине до замка около 200 километров.